Сегодня на Мессе выставка Месса Бремен. А тут уже разные направления туризма. Америка. Тут можно на катере, на теплоходе ехать. Круиз. Скоро дойдем до автодомов. А мы уже почти доходим. Вот они. Беда. Так, это маленькие с крышей, что можно поднять, и потом можно тогда, конечно, во весь рост там находиться. Так, вот они, цены стоят. Но это, скорее всего, то, что содержание. Сама машина, конечно, еще плюсом стоит. Хотя, нет, я думаю, да. Все вместе здесь. Да, это стоимость вместе с машиной. То есть просто крыша поднимается, больше там ничего нету внутри, да? Надо посмотреть вовнутрь, заглянуть. А, это уже подержанные. Это не новые. Но надо все равно вовнутрь заглянуть. Ну, вот, к примеру, стоит 50 тысяч. Здесь что есть? Да, столик есть откидной. Так, пару сидушек. Тут на 4 получается. О, там даже есть маленькая кухонка. Да, можно помыть посуду, можно сварить. Снизу есть маленький холодильничек. Да. Нету только туалета и душика. Это вот единственное, что вот в этом нету. И открывается наверх, тоже поднимается, чтобы можно было стоять во весь рост. Но только углом, конечно, и можно стоять только спереди. Сзади ты уже так не встанешь. Сзади только сидеть надо. Так, здесь... нет, на 5 тут спереди 3 сиденья. Вот это 35 900 на базе Volkswagen. И он уже даже продан. Во как! Вот так бывает на выставке, что сразу уже и продаются. Это уже пошли большие. Так, сейчас поглядим. Какой там? Маркета. Не знаю такой. Не знаю такой. Сейчас заглянем туда. Так, здесь тоже откидной столик. Можно. Стульчики переворачиваются. Там можно еще кое-что положить. Так, с этой стороны. Вон там сверху можно открыть. Окей. Так, здесь шкафчики, моечка. Это как обычно. Вот как. Тут в длину можно спать. У нас в ширину только. Значит, он должен быть подлиннее. И тут тоже есть туалет с душиком. Интересно. А просто смотрю, как они собирают. Слямзить надо, да? Слямзить надо. Слямзить. Мы как раз сейчас в этом были. Он подлиннее, поэтому, конечно, можно было там 2 места, где в длину можно лежать на кровати. Вот эти покороче. Voyage. XXS и Z есть. Ага, это на 4. Это где 2 взрослых и 2 детей можно. Очень похоже все. Очень совершенно похоже, только он чуть покороче. Вот здесь уже по-другому. Тут спереди опять блок, чтобы варить и мыть посуду. Газовые горелочки, как нормально. Тут посудку помыть. Тут, как обычно, всякие разные шкафчики. Здесь по-другому уже. Так, вот это мне уже интересно. Что это? Это холодильник тут. Так, и место, где можно много чего положить. Так, тут узенько, но в длину тоже. А тут душ и туалет. Dankeschön. Так, душик,
А это, наверное, убирается, да, туалет, и потом можно в душ сходить. Это на базе Fiat Ducato Tourer. Это сногсшибательное предложение. Super Sonderangebot. Ап. Это с 64 900. Почти даром. 5 лет гарантия. Надо будет забежать. Так, начнем с тылу. Тут есть с гаража, да. Здесь можно велосипеды поставить и даже мотоциклы, наверное, да, влезут спокойненько. Но он такой, конечно, он большой. Это не то, что у нас. Это уже большой. Хорошо. Сейчас мы заглянем. Мы пошли. Тут, конечно, видно, что он побольше, повместительнее. Как он, полуинтеграл, ты сказал? Ага. Полуинтегрирован. Ага. Давайте сначала с этой стороны. Тут, конечно, такая угловая кухонка. Опс. С 3 конфорочками. Там моечка. Где-то есть, конечно, и холодильничек. Ага, я открываю нормально так. Так, это местечко. О! А вот сюда можно было даже уже и платьице повесить. Кому что? Так, тут 2 кроватки. И посерединке может даже еще ребенок спать. Угу. Так, что там? Открывай. Туалет Так, а здесь туалет и душик. Ну, тут уже, конечно, посерьезнее. Это понятное дело. Он пошире. Конечно, вместительнее. Только не везде можно с ним стоять в городе. А нам надо, чтобы везде забраться. Так, ну-ка. А вот это вот холодильник. Да, вот он холодильничек. Открывай. Открывайте шире двери. О, он такой большой. Вместительный. Там еще морозилочка сверху. А еще здесь есть телевизор. А тут написано: к сожалению, уже продано. А мы задались таким этим вопросом. А продано это тем, которые сейчас там сидят, и уже мы дома и никуда не уходим. Все, это наше. Мы нашли модель. Это Мерседеса. Это Хабитон, но на базе Мерседеса. Ну, 120 тысяч где-то. Мотор 2 литра, у нас 3 литра. Конечно, с ним комфортнее ездить по дорогам. А теперь зайдем. Было сказано, что нам вот такую ножку надо. Забегаем. Так, ну очень похоже. Очень-очень похоже. Здесь можно двигать сиденье. Может быть, еще спальник там для детей. Хотя на вот такой вот спать не совсем. Ну, в принципе, для ребенка, может, и пойдет. Так, откидной столик. Здесь также блок, чтобы кушать и варить. Также идет лестница наверх, она у нас тоже есть. И сверху можно еще спать. Там еще дополнительное спальное место. Это для 4. Но здесь по-другому немножко сделано. Так, туалет. Туалет. Не соображу. Может, ты мне подскажешь? Или он выдвигается, или он как? Скорее всего. Спрятанный. Да. Ну-ка. Вот там место для туалета, но его самого нет. А сам туалет исчез. Это он выдвигается же, да? Да. Ага. Ну, тоже удобно. Спрятали, чтобы его не было, зато есть душ все время. Да, туда можно любой поставить это самое. Ну, кроме био, конечно. Ну, мы, в принципе, так как мы и хотим, у нас же тоже он не будет таким. А тут уже дальше кровати пошли. Это также в ширину, как и у нас, просто она сейчас разобранная. А места тоже не так много, потому что он короткий, зато везде можно с ним подъехать. А здесь сделано, что-то я не соображу, и в ширину, и в длину, и здесь вроде как длинная одна, а вторая поперек или что? А потом головами стучаться друг об друга или как?
Это интересно. Вот здесь вот это вот второй ряд сидений сдвигается вперед. Потом вот эта вся кабина тоже вперед сдвигается. Вот и там оно можно как. поставить, кровать. И тогда можно в длину сделать кровать. Ну тогда да, тогда я могу это понять. Так что все здесь в движении. Вот как. А я еще говорила, что там сдвигается, оказывается, это не для детей, чтобы спать, а чтобы самим спать, но комфортнее. Ну, скажу это самое, ну как 4×4, да, для... Ой, для какой! я не знаю. Ой, будем кататься, а оно будет Ну, понятно, ну а как он должен быть? шуметь будет. Скорее всего, да. Вот следующий на базе Рено. Тоже 108 тысяч где-то. Но все равно это все двухлитровки. 3-литровок больше, к сожалению, вообще нет. Называются они... Так. Инстаграм Зюверк Руп Кемпа. Ой. Я даже... Зювер Крюп. Зюверк Крюп. Вот. Зюверк Крюп. Ага. Фантастик. Зато вот это вот мне нравится. Вот этот переходик. Конечно, чем старше станешь, тогда это будет мешать. Но удобно спереди сидеть. Похож. А, там еще тоже нижнее используется. Там можно спрятать что-то. Ну-ка, открой, пожалуйста. Пробеги туда вперед. Там Вода. коммуникация всякая разная. Вода, отопление, все. Ага, вот оно что. Как поднос. Тоже в длину спать, да? Надо. Угу. А там посильнее. Ой, а что-то так прям узко. Die haben hinten alles mit Filz an der Seite, das sieht auch nicht schlecht aus. Ага. Нет, это просто, чтобы ничего не вылетало. Вот такую крышу примерно мы хотим, да? В интим. А, да, вот то же самое. Точно так же. Туалет спрятанный. Не биотуалет, а просто, что его можно вытащить, сделать свои дела и опять все поставить на место. Если честно, наш, который оригинал, мне нравится больше. Ну, все то же самое. Также шкафчики, также это, можно что-то сложить, это убрать. Это все также есть, это гаражик. А вот это уже на основе, на базе Мерседеса. С лебедкой. Так, сюда обязательно надо сбегать. Здесь варная лебедка стоит. Варн, ага. И силовой бампер. Ну, это 100% 4,5 полных или 4,4. Тут печать вмонтирована, встроена, сделана. Вот такие подкрылки я тоже хочу. Тоже хочешь такое? Чтобы его надо расширять, надо. Ага. Забрызгивать. Ну, это уже как-то поинтереснее, как-то посерьезнее, сказала бы. Так, он подлиннее или такой же? Длиннее. 7-метровый. Это 7-метровка, наш покороче. А, это этот мегамобиль. Мегамобиль, ага. Зайдем? Мегамобиль. Он подлиннее, конечно, тоже 4×4. Ага. Очень похож на наш. Тут с телевизором тоже блок. Здесь также туалет-душ. Ну, побольше размером, чем у нас. Ага. Ну, поэтому и называют мегамобиль. Здесь вот холодильничек. И Не, это здесь просто можно название. спать. Там вон. Чтобы было не так жарко летом. Вот он, 400. Но все-таки на 400. Я думал, что 4,4. Ага. То есть он все-таки чуть поменьше стоит. Окей. Не, наш тоже 400. Нас тоже 400. Ну вот он как. Расположение. Но уже 200 тысяч. А тут какой моноблок. Что тут только не прицепили. Вот такое же сделал похожее Серега.
крепления, чтобы все возможное, что не входит в машину, можно было прицепить за пределами. На машину, ну да, все равно на машину, но только с улицы. Подъемная кровать. Подъемная кровать. Но она только вот, то, чтобы велосипед там поставить. Она поднимается, эта кровать, потому что здесь, вон, посмотрите, а какое огромное место. Тут, конечно, можно и мотоцикл поставить, и велосипеды поставить. Только что, когда ты спишь, то это лежа. Ну, на улице, значит, оставлять в это время. А это прям такой же черненький, только не Хыма. Тоже мегамобиль. Прям как чуть ли не свой. Похож. Это 6-метровый. Здесь подъемная кровать. 4x4. То есть он тоже полноприводный. Сейчас еще улечу куда-нибудь. Ну, я бы сказал, вот эта ножка не особо удобная. Нет, конечно, то, что они там предложили, не совсем Надо ее пошире. хорошо. Тут заодно сразу и открывается. Так, моргаем. Вот с такими вот сидушечками. Так, столик. Можно двигать столик туда-сюда. Это тоже, это все нормально. Это все как везде. Блок опять же. Так, Серега проверяет кровать на прочность. Не совсем? Смотрю, что тут за система. Она тоже поднимается. Так, механически, да? Нет, электрический. А где электрик? Ну, здесь ключиком надо открыть сначала, а потом... И потом вверх и вниз можно поднять. Ну вот мы в новом своем, который строится, тоже хотим так же сделать. Так, это клима. Какая клима? Это вентилятор. Вентилятор просто. Ну тогда толку от него нету. Старая клима. Так, и здесь тоже туалет с душем. Вот такой вот. Это дополнительный груз можно с собой везти или что? Это как багажник. Ну-ка. Да. И тут тоже с креплениями. Ну такое, много всего туда можно присобачить. Здесь тоже вот разные крепления, чтобы можно было велосипеды, например, сюда загрузить. Потому что кровать поднимается, и можно тогда спокойненько поставить. Зимой ты просто так вот это вот не снимешь. Это только если ты будешь его скатывать. Так, это какого размера надо быть? Это Сереге прыгать только. Тоже на основе Мерседеса, на базе его Вики Вен. 154 тысячи, 190 лошадиных сил, тоже 4×4, много всего, но все равно 2-литровый мотор. Зайдем. А здесь так просто не пускают, значит, будем так снимать. Ой, там вон кровать с одной стороны, все сзади, кровать с одной стороны, там мыть и варить можно полностью, полностью закрыть, и будет у тебя только кровать. Вот такая вот система. Ага. Здесь полностью открыто. У тебя с двух сторон открыто. Ты можешь с любой стороны подкатить, наверх зайти. Здесь у тебя столик вот такой крутящийся и 2 сидушечки. Все, мы теперь зашли наверх. Тут, конечно, кровать обалденная шириной и длиной. Комфорт полный, но нету душа. Есть только туалет, вот он снизу, его можно выдвинуть, но без душа. Для нас не подходящий. Ну, очень интересный момент. Здесь полностью вся электроника. И на воду, и на свет полностью. 400 ампер идет сверху с крыши. И используется, конечно, на все. Газа здесь вообще нету. Серега все еще там в работе спрашивает. А вообще очень интересно. И не нужен газ. Вообще интересный формат.
Вот как показывает, как кровать опускается вниз. Мегамобиль – это фирма, которая их строит. Или не строит, а обустраивает. А база Фиата. Мы тут еще один нашли. Я просто хотела узнать, может быть, есть как бы шкафчик. Вот тут опять также все в этом мегамобиле. Также все туалет с ванной. С душем, с ванной даже. Ага. А, здесь с сидушками. Вот это вот как. Вот это Мы мы так хотим сделать наш. Это наша идея. Мы точно так же хотим сзади, чтобы у нас было, чтобы можно было сидеть. А кровать находится наверху. Вот она. Это наша идея. И как женщине очень хочется шкафчик. Так, ну это не совсем такой. Это, да, можно убирать. И вот оно можно вешать. Конечно, платье не совсем повешаешь. Но, в принципе, идея неплохая. Так, а вот электричество, где кровать можно будет поднимать и опускать. Вот это мы здесь были. Это на базе Фиата, да? Фиат Дукато. И такие еще на основе пикапа, когда его просто поставили сверху. Как они называются? Капсулы? Капсулы, ну да. Мы пошли в эту капсулу. Да, заберусь. Вот теперь мы внутри этой капсулы. Ага. Здесь есть сидушечки. Здесь можно варить и мыть, да? Да? Ага. Тут все сверху шкафчики, как обычно. Спать в ширину, да? А тут непонятно. В ширину, наверное, все-таки. 2 метра Есть, да? Слушай, я думал, они маленькие, блин. Так что не маленькие. И даже вон туалет с душиком тут есть. Кругленькая. И холодильничек. Маленький да удальненький. Мой шкафчик. Шкафчик твой. Ой, и выше крыши его хватает. Пару Ой, платьев влезет. конечно, это мой шкафчик. Ой, прикинь, мы нашли шкафчик. В общем, он маленький да удаленький. В принципе, в нем все есть, что нужно. Конечно, показано, как подъемник рекламируют, а я покажу здесь снизу, что вот так вот можно потом все сделать, все распределить по низу. Как раз рассказывает, что там и вода, и газ соединяется, и всякие водяные трубы, и танк, да, все на месте. А это, наверное, самый маленький караван репаратура. Что? Это ремонт. И достаточно. Здесь их покрывают. Это что за такое? Это что за ремонт? Если треснуло, это самое, потом такими. Нифига там скобками. такие зубчики острые-приострые. Это как типа на паяльник на это самое. Нагревается, потом ее втыкаешь, она держит. Угу. Держит эту трещину. Потом, естественно, все отпиливается, шпаклюется. И красится. А это как ремонт делают. Там всякие дырочки, как... Это что было? Было. Была мятина. Зашпаклевали структуру, Сделали. И вот такая вот она стала. И ничего не видно. как новый. И вон вагоны. Есть и большие, конечно. Это уже огромные, нам не по силу. Вон вагоны, это прицепы. Это надо обязательно на кемп постоять на определенном месте. А мы подвижные, нам такое не надо. Ну хорошо, заглянем в один такой большой. Тут, конечно, видно, что побольше места. Это ясное дело. Блоки побольше.
возможностей больше. Вон даже зеркало на улице. Привет. Тут туалет с душиком. Все внутри. Это что? Холодильник. Я уже думала, шкафчик. Нет, это большой холодильник. Но нам большой холодильник не нужен. Нам столько у нас вещей и продуктов нет. Ну, мы еще далеко никуда не ездили, конечно, много на длинное время препровождения. Ну, естественно, здесь комфортно, конечно, спать в длину. Тут можно втроем, даже вчетвером чуть ли не можно забраться. Если еще двое ребятишек, то без проблем можно здесь сесть. Конечно, что хорошо, здесь есть еще место для велосипедов, мотоциклов или еще что-нибудь. Вот. Гараж. А это на основе Мерседеса. Он вообще здоровый тут. Сверху. Спринтер 906. 906 спринтер. Вон, наверху спать. Это, конечно, большущий. Это сколько же он метров тут? 7? 8? 8. Ну да, еще и с крышей. Ну, 4 нормальных места. Огромный. Тоже на базе Мерседеса. Гранд Калифорния. Сейчас заходим. Также 4 сиденья. Сверху можно что-то положить, оставить. Здесь посидеть. Столик откидной. И продолжение следует. Здесь тоже, как и практически у Гранд Каньона нашего, также мойка. Открывайся. Во. Здесь можно открывать, закрывать. Вот тут не откроешь. Все такое светленькое, беленькое. Светленькое, беленькое. Так, и кроватка. Очень все похоже, как и в Гранд Каньоне. Поднимемся. Ага. Попрыгать. Я не ног. Книрш там richtig. Пёсель. Как он пёсель, да? Пёсель. Ну, он такой, скрипучкин маленько. Он такой, вроде бы он больше должен быть. Сколько он? 6 тоже? Чего? Метр? Ага. Да. 6-метровка. Небольшой. Но такое ощущение, как будто он даже меньше. А это уже Громила и Веко. Это целый автобус. Это если тебе квартира или дом не нужен, то покупай автобус и едь на нем. Конкорд. На базе Ивеко. А цена? Сейчас я вас обрадую. И себя тоже. Ну, совсем чуть-чуть. Если все убрать, ну, за 400 можно взять. И вот так он выглядит внутри. Заходим в следующий зал. Оголодали. И взяли брецель. Теперь можно спокойненько идти дальше. Водичку тоже еще купили. Тут душненько, ужасно. Есть и вот такие маленькие. Капелька. Капелька, да-да. Вот такой за 16 900. Тут вот поесть, попить. Он такой маленький, аккуратненький, маленькая, аккуратненькая капелька. Вот это все, конечно, складывается. О, это мой шкафчик. Мой шкафчик. Но здесь нету ни туалета, ни душа. Разные палатки.
место рядом с машиной, палаточку поставил, закрылся. Никто тебя не видит, не слышит. А тут проверка идет. Ich habe hinten die Last weggenommen. Die vordefinierte Last, die am Fahrzeug sowieso schon, ne, das Fahrzeug wird ja immer im Leerzustand. Рассказывает, если вдруг перегруз, если неправильно сделано, что произойдет. Kann ja nicht passen. Es hat ja vorher gepasst, wenn ich jetzt etwas draufgeben kann, es nicht passen. Все работает. Все сильнее, 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 сильнее. О, начинается. Es ist immer noch unruhig, deswegen sage ich immer 100 km/h ist dann das Maximum. Ja, heißt nicht, dass die technisch verfehlt werden. О! Нифига его там. Kommt nur später ins Schleudern. Вот что произойдет, если что-нибудь резко произойдет. Vom Gas runtergehen. И это еще что самое-самое большое, 100 километров в час. Потом уже проблемы. Tonight I'm moving like